Через определенное время ваше тело будет запрограммировано на определенное поведение. Оно будет работать на автопилоте, делая один и тот же выбор. Ваше тело, которое было настроено быть разумом, тянет вас в будущее, базирующееся на том, что вы делали в прошлом. И мы теряем свободу воли, чтобы создавать. Оно под влиянием программ. Итак, тело находится в предсказуемом будущем. А значит, возможность неизвестного, нового ощущения, момента потока не может реализоваться, потому что тело занято предвосхищением следующего ожидаемого ощущения. Я узнал, чем люди на Амазонке занимаются вечерами. У них нет телевизора и видеоигр, поэтому они рассказывают истории. Истории о реке. Река – это артерия. Там сосредоточена вся жизнь. Река – единственный способ добраться из одного места в другое. Река стала метафорой жизни. Я помню, как спросил одного ребенка, как называется река. Он посмотрел на меня, как на ненормального. Это река. Я сказал, да, но как она называется? И он ответил, это просто река, зачем ей название? Действительно, название Амазонка появилось у реки только с приходом белых людей. Ей не нужно было название. Она всегда была для местных всем. В ней все. Река стала метафорой жизни, потока. И люди реки учились жить с тем, что приносил им каждый день. Препятствий нет. Если попадается на пути валун, вы обогнете его и поплывете дальше, не сопротивляясь потоку. Никогда не сопротивляйтесь потоку. Но нельзя просто построить новую устойчивую цивилизацию на базе старой. Почему? Потому что нынешняя цивилизация и есть корень проблемы. Так где же хорошие новости? Падение сегодняшней цивилизации – единственный путь, который приведет к цивилизации будущего, в которой мы сможем процветать. Почему? Мы не можем строить на базе существующей системы. Мы все видели проблемы, о которых не говорили годами. Права женщин, поколение Me Too, движение Black Lives Matter или Зеленая революция. Мы должны открыться и осознать, что нам нужно исцелить себя, чтобы двигаться вперед и не просто выживать, а процветать. Мы знали, что эти изменения произойдут, но то, насколько быстро они произошли и какое место заняли в нашей жизни, поистине уникально. Потому что для того, чтобы новые изменения воплотились в реальность, нужно, чтобы нынешние способы мышления и существования изменились или совсем исчезли. Мы живем во время изменений, имеющих экспоненциальный темп роста, нелинейный. Это значит, что нельзя провести прямую линию и сказать, вот мы сегодня, вот мы завтра, а вот мы через 10 лет. Мы живем в условиях экспоненциальных изменений, а это значит, что чем больше меняется наш мир, тем быстрее он это делает. Но вы уже знаете об этом. Вам не нужно, чтобы я вам об этом рассказывал, потому что вы это чувствуете. И люди говорят, что у них такое ощущение, будто время ускоряется. Нам сложно успевать за изменениями вокруг. И особенно это, возможно, касается некоторых пожилых людей, которые уже состоялись в жизни и ожидают, что мир будет вести себя определенным образом. Ведь раньше так и было на протяжении всех веков. Но мы сейчас проживаем несколько кардинальных изменений в течение одной своей жизни. Раньше ничего подобного не было. Не было таких технологий, как сейчас. И именно поэтому так важны новые открытия, о которых я вам рассказываю. И тогда большинство людей, думая одни и те же мысли, делая один и тот же выбор, демонстрируя одно и то же поведение, повторяя одно и то же ощущение, живя одними и теми же чувствами и эмоциями, устремляются в очень конкретное предсказуемое будущее. И в этих бессознательных состояниях люди забывают о том, что они являются творцами реальности, даже не осознают этого. Итак, предположим, что вы придерживаетесь этой схеме действий, проделывая ее каждый день на протяжении последних 15 лет. Через определенное время ваше тело будет запрограммировано на определенное поведение. Оно будет работать на автопилоте, делая один и тот же выбор.
Ваше тело, которое было настроено быть разумом, тянет вас в будущее, базирующееся на том, что вы делали в прошлом, и мы теряем свободу воли, чтобы создавать. Оно под влиянием программ. Итак, тело находится в предсказуемом будущем, а значит, возможность неизвестного, нового ощущения, момента потока не может реализоваться, потому что тело занято предвосхищением следующего ожидаемого ощущения. Мне нравится цитата Николы Теслы, который сказал: «Если вы хотите разгадать тайны Вселенной, думайте, исходя из энергии, частоты и вибрации». Внутри нас есть невидимое энергетическое поле. И я верю, что оно на самом деле является энергетическим сценарием. Это как сценарий, который позволяет вашему телу расти, восстанавливаться и быть здоровым. И эта энергия внутри атома, эти субатомные частицы или энергии кажутся разумными. Или, по крайней мере, управляемыми каким-то разумом. Мы на самом деле обладаем определенной властью над этими энергиями в нашем собственном теле. Итак, для баланса в жизни необходимо оба знания. Нужно концептуальное знание, но также нужно и объединяющее знание. Не теряйте себя в одной из крайностей. Некоторые люди могут больше склоняться к одному или к другому. Вы можете быть интеллектуалом и иметь на 80% концептуальные знания. И остается 20%, если это вообще можно посчитать, остается 20% объединяющего знания. Это значит, что иногда в вашем сознании есть пространство, позволяющее смотреть на вещи и не давать им оценку, не интерпретировать. И вот что интересно. Даже те идеи, интересные мысли, которые возникли у ученых и философов, если это не было пересказом того, что сказали другие люди, в сравнении с тем, что говорят они сами, и затем сравнивают с тем, что говорили другие философы и ученые, и даже не сами эти открытия и мысли, а то, что они говорят и пишут другие ученые и философы, а затем сравниваются. Препятствий нет. Если попадается на пути валун, вы обогнете его и поплывете дальше, не сопротивляясь потоку. Никогда не сопротивляйтесь потоку. Дорогие друзья, каждый год мы встречаемся с вами на грандиозном событии – саммите в потоке. Это крупнейший европейский онлайн-саммит по работе с подсознанием. Вас ждет более 30 топ-экспертов со всего мира, 7-дневное путешествие в мир осознанности, более 10 авторских медитаций и практик, включая ежедневную групповую медитацию, старт 27 мая, участие бесплатное. Для вас выступят ведущие международные спикеры, такие как Джо Диспенза, Экхарт Толле, Габор Мате, Брэдли Нельсон, Нил Дональд Уолш, Грег Брейден и другие звезды мировой величины. Когда снаружи все стремительно меняется, для нас становится особенно важным сохранять уверенность, спокойствие и способность созерцать мир внутри. На саммите вы научитесь создавать и усиливать состояние потока по собственному желанию, управлять своим внутренним состоянием, подключаться к источникам изобилия, здоровья, любви и процветания, формировать намерения, считывать подсказки из пространства вокруг вас. Кроме того, вас ждут ежедневные медитации, а также практики по манифестации желаемого будущего. Участие бесплатное с 27 мая по 2 июня. Регистрируйтесь, приглашайте друзей и близких. Ссылка на регистрацию в описании под видео.